надо вот эту вот штуку, вот эту, засунуть вот сюда, ставить так вот, то сильно стучит колесо, руль. Итак, с помощью плоскогубцев, отвертки и молотка поставил на место втулочку, вот она, и затянул с той стороны хомутом. Сейчас попробую показать. Вот так вот сделал. Вот, и затянул хомутиком эту втулку. Теперь намного мягче. Возможно, даже бить в руль не будет. Посмотрим. В общем, снял всю панель. Сейчас здесь самый лучший вид. В общем, смотрите. Отключил, это у нас шла прикуриватель идет, подключается. Вот идет сама коробка. Дальше ручник. Ручник, кстати говоря, вообще не работает. Я его еле затянул, его даже погнули, я не знаю, то ли он идет такой погнутый дугой. Это у нас электростеклоподъемники. Какого-то хрена только один подключен, второго нету. Вот, в общем, разобрали. Будем смотреть, что да как дальше там делать. Вот. Так. Будем сейчас мы разбирать всю эту кулису нашу. Все очень просто. Сам рычаг вставляется вон туда. Вот, мы вставили. И все это добро крепится вот такой вот штучкой. Она тут грязная. Это здесь сам рычаг одевается и фиксируется внутрь самой кулисы. Там все очень просто. Сначала достаем, точнее отдавливаем как бы в сторону его. Вот. Достаем, ну и после этого, соответственно, можем спокойно достать рычаг. В таком он у нас плачевном состоянии. Все там также грязно пока еще. Но ничего, именно поэтому туда и полез. В общем, такая вот красота. Снял, теперь прочищаю. Надо будет все хорошенько очистить. Вот, перед установкой, потому что реально очень все засрано. Я говорю как есть, потому что это реально пипец полнейший. Вот. Я их отмывал немножко, эти все детали. Но опять-таки. Вот. Я не буду ее, конечно, пидорить до полнейшего вот, кстати, выздоровления, блин. Но оставить в таком виде я ее тоже не могу. Поэтому, собственно, осталось совсем чуть-чуть. Внизу примудрил пылесос этот автомобильный, вот такая вот штуковинка, примудрил к этой, достал, потому что он идет только от прикуривателя. Вот. Ну ничего, работает, сосет, так сказать. Вот. В общем, приводим в порядок, там уже немножко убрал, дальше будет все круче и круче, так что продолжаем нашу экспансию, захват этого сенса. Собираем потихонечку, смазываем. Солидольчиком хорошенько надо намазать уплотнительную резинку. Она, в принципе, неплохо еще выступает, поэтому менять ее нет смысла. Вот, хорошенько резиночку. Помимо нее нам еще нужно хорошенько смазать саму втулку. Так, теперь главное не натупить. Вставляем в пазик. Забыл. Еще нужно смазать вот эту вот штуковинку. Сейчас включим первую передачу.
Хорошенько смазываем еще вот это вот. Дальше нам нужно ее ставить вот сюда вот. Есть, и нужно с воздухом защелкнуть. Смажем вот здесь вот саму балку. Так, отлично. Из-за того, что ручка у нас принимает любое практически положение, скорее всего накрылась пружинка в самой коробке аж там. Вот, для того, чтобы пока нам избавиться от этого вот неприятного эффекта, мы попробуем кое-что приделать. У меня есть целый набор пружинок, и мы сейчас сначала приделаем хомутик. Вот такой вот хомутик вот здесь вот снизу. За него будем цеплять пружинки и растягивать по сторонам, для того, чтобы центрировать. В принципе, чтобы не лезть в саму коробку, этого будет достаточно. И довольно-таки должно нормально работать. Так что сейчас будем пробовать. Вот, в общем, наколхозил пружинкой. Тут просверлил дырочку. Теперь она возвращается обратно. Включил передачу. Все, работает. Все четко практически. Так что нормальненькая пружинка, в принципе, рабочая штука.